Мам, представляешь, тетя Надя, Катькина, совсем умом тронулась. Марина откусила яблоко с хрустом и начала жевать. Да так аппетитно, что у Татьяны челюсти свело. Что случилось, Марина? Зачем ты так говоришь про взрослых? Сглотнув слюну, спрашивает Татьяна у дочери. А как еще это назвать? К тому же, это не я говорю, а Катюха. Так и говорит, мол, умом мама тронулась. Говорит Катюхе, чтобы она со школы бегом, как кенгуру, скакала, потому что надо с Макарчиком сидеть. Представляешь? Она на старости лет родила ребенка, а Катька, иди, сиди с этим. Таня побледнела и внутренне сжалась. Они с Надей, матерью подружки дочери, одногодки. Женщины не были подругами, так, хорошие приятельницы. Надежде не повезло с мужем первый раз, и второй тоже. Катин отец бросил Надю, беременную Катей, а Макаркинова она сама выперла. Постой, что, вот прям так и сказала, чтобы Катя бегом бежала, потому что надо с Макаром сидеть? Ага, беспечно говорит дочь. Представляешь, сама родила на старости лет, а на Катьку вешает теперь. Это разве нормально, мам? Нет, не нормально, конечно. А я про что? К тому же нам психолог сказала, что родители рожают для себя, а не для старших детей. Да и вообще, мам, ну куда рожать? Я не представляю, даже если бы вы с папой сказали, что у вас будет еще один ребенок. И что бы ты сделала, дочь? Я, как минимум, сбежала бы из дома. Извини меня, но я на такой зоопарк не подписывалась. Что это еще? Тане стало горько и обидно. Нет, она не рассчитывала стать подругой своей дочери, но рассчитывала, что дочь не будет считать ее старухой. В общем, Таня расстроилась. Ей 35, Славке, Марининому отцу, на 2 года больше. Ну как так? Татьяна вечером была расстроена. «Ты чего, Танюш?» — сказала Маришке. Славка не мог сдержать улыбку. Дочь скоро вырастет, выпорхнет из гнезда, как говорится. А тут они не одни будут. У Славки будто 15 лет с плеч долой. А Таня? Таня уже и сомневается в правильности принятого решения. Ничего. Ты Маринке сказала? Нет. Ну и правильно, вместе скажем. Что скажете? Дочь тут же нарисовалась на пороге кухни. Вы отправляете меня в Альпы? На каникулы? Или на Кубу, да? Куба рядом, Куба далеко. Дурашливо запела и начала пританцовывать Марина. Нет, смеется Слава. Нечто получше. Ты теперь, тадам, не будешь одинока. В смысле? Вы что, подарите мне собаку? Серьезно? Иметь собаку была Маринкина мечта детства, но Татьяна всегда была против. Нет, Мариш, мягко говорит Таня. Понимаешь, мы с папой, мы решили, ты скоро вырастешь, мы... Мам, ты меня пугаешь. Мариха, подскочил папа, ну ты чего? Ты всегда у меня такая умная и догадливая. Видно, не в этот раз. Мы с мамой... В общем, у нас будет ребенок. Что? Ребенок? У вас будет ребенок? Фу, как это мерзко! Зачем ты сказал мне об этом? Меня сейчас тошнит. Это так... Она сказала, что мы старики, Слав. А что нет? Да в вашем возрасте пора уже завещание писать. Посмотрите на себя, как тебе не противно с ней. Договорить Марина не успела, отец влепил ей звонкую пощечину. Впервые за 15 лет. Марина охнула, вместе с ней и Таня. Никогда, слышишь, никогда не смей говорить плохого про мою любимую женщину. Видно было,
что Славке самому плохо, но что сделано, то сделано. Марина залилась плачем и закрылась в комнате. Никакие разговоры не действовали. Она перестала разговаривать, просто ходила молчком. «Мариш, давай поговорим», — просит Таня, но перед ней дверь захлопывается. «Мариха, прости, на эмоциях», — просит Славка. «Дочь, ну ты что, не мужик, что ли?» Игнор, тишина и презрительный взгляд. Все попытки наладить контакт с дочерью разбивались о стену презрения и молчания. Уже и бабушки с дедушками пытались разговаривать с Мариной. Нет, только понимала, о чем разговор, сразу замолкала и уходила. Славка осунулся. Он очень любил дочь. У Тани начался токсикоз. «Зачем мы это все затеяли?» – плачет Таня. «У меня душа разрывается. Может, избавиться уже от него». «Что? Что ты такое говоришь? С ума сошла?» Славка соскочил и начал мерить шагами комнату. Затем пошел в комнату к дочери, не стучась, просто открыл дверь. «Марина, я не знаю, слушаешь ты меня или нет. Я знаю, ты меня ненавидишь. Знаешь, дочь, я ведь тоже могу начать тебя ненавидеть, потому что ты оскорбила мою любимую женщину и неродившегося ребенка точно такого же, как ты. То есть ты считаешь себя высшим существом, которое может повелевать жизнями, выбирать, кому можно жить, а кому нет. Ты считаешь нас мамой стариками, возможно, стесняешься нас. Но поверь мне, пройдет время, и тебе тоже будет столько же лет, сколько мне и маме. И тогда ты поймешь, как обидела мать и меня. Возможно, ты даже захочешь попросить прощения. Только будет ли у кого, дочь? Вот в чем дело. Нет, мы не собираемся умирать. Просто, возможно, мы отдалимся друг от друга. Ты сделала сама этот выбор. Ты не захотела принять то, что мы хотим быть вдвойне счастливыми. Ведь ты наше счастье. С сегодняшнего дня мы перестаем тебя тревожить. Я прекращаю просить прощения у тебя. Ну что же, видно, нет мне прощения. Мама тоже больше не лезет к тебе. Конечно, мы также будем одевать, обувать тебя, кормить, потому что ты наша дочь, и потому что мы тебя любим. Да, бывает так, что родители и дети не находят общий язык и прекращают общение. В нашем случае это так и произошло. Это твой выбор, мы его уважаем. Имей же достоинство и уважь наш выбор. Все, ухожу, не смею беспокоить больше. Марина молча смотрела в пол. Что папа хочет сказать этим? Что он, что они что? Вычеркивают ее из жизни, и все ради этого ребенка? Зазвонил телефон. Катюха, по видеосвязи. «Привет, ты чего такая? Ныла, что ли?» «Ай, ты что делаешь?» «Да с Макаром бесились». «Отстань, а, Макарик! Мамуль, забери мелкого, я с Марихой поболтаю». Марине вдруг сделалось так тоскливо. Она поздоровалась с улыбающейся тетей Надей, ответила на ее вопрос о здоровье мамы, что все хорошо. «Так что случилось?» «Так, ничего. Слушай, Катюх, только не ржи, ладно? А тебя меньше любить не стали? Ну, с появлением Макара». «Ты чего? Это я мелкая была, дулась, истерики закатывала, в окошко его выкинуть собиралась, в детский дом уходила. Ага, вспомнить стыдно. Ну как мелкая, 12 лет было. Мы с мамой наоборот, сдружились с рождением мелкого. Сейчас стыдно перед мамой и бабушкой с дедом. Макарку обожаю, он мой деточка. Да, шальной ребенок. Я кому сказала,
оставь меня в покое и посидеть с мамой. Макар обнимал сзади Катю за шею и целовал в щечки, приговаривая, как он любит сестричку. Ну, вот и что прикажешь делать с этим садюгой? Ладно, Марих, я обещала с ним пазлы пособирать. Марине стало так тоскливо. Она вышла в коридор, увидела, что папа на балконе. Он курит, он же бросил. Мама разговаривала с кем-то по телефону. С тетей Верой, сестрой своей. Вера, я предложила Славке избавиться. Ну, а что делать, Вер? Что делать? Я не могу. Я теряю ребенка, понимаешь? Она не разговаривает с нами, Вер. Она нас не замечает. А что Славка? Славка против. Он закурил опять. Представляешь? Господи, да зачем мы это все затеяли? Нет, Вера, нет. Я все решила. Не отговаривай. Да, убийство. Что ты со мной? Как с несмышленой говоришь? Я все понимаю, но живой ребенок дороже нерожденного. Марину словно кипятком облили. Как? Мама хочет избавиться от ребенка, а все из-за нее, Маринки? Мамочка, не надо, пожалуйста. Заревела Марина и бросилась к маме, обнимая ее. Мамочка, прости меня, прости, я такая дура, не надо. Прибежал с балкона отец, они все трое обнялись и рыдали. Пап, вытирая слезы, говорит, схлипывая Марина. Пап, малышу вредно, что ты куришь, а мама дышит этим. И еще ты плохой пример подаешь своей старшей дочери. Результатов второго УЗИ все ждали с нетерпением. Мам, ну что, кто там? Не поверишь. Мальчик, с надеждой замерла Маришка. Угу, и девочка. Да ладно. Маришке 18. Она открывает глаза. Ну, конечно, близнецы уже не спят. Пришли к ней в комнату и сидят, пыхтят в ожидании, когда же сестра откроет глаза. С днем рождения, сестренка! Мы тебя любим! Прыгают в кровать к Маришке, а потом заходят мама и папа. Мариш, ты уже взрослая и самостоятельная девушка. Можешь нести за других ответственность. Вот, наш подарок. Где? Смеется Марина. Вы что, решили сбагрить этих непослушных детей на меня, а себе завести еще одного ребенка? Все смеются. Ну, почти. Серьезно говорит папа. Только не себе, а тебе. Чего? Близнецы дурачатся и хохочут, а в комнату заходит малыш. Боже, что же это за малыш? Кто это? Шепчет Марина, как маленькая. Это же Фабака. Ты что? Кричат близнецы. Мне? Это моя Фабака? Тьфу ты, собака. Конечно. Родители, ну какие же вы у меня? Как же я вас люблю. Марине 25, и она выходит замуж за хорошего парня. Близнецы подрались и ревут в разных углах. «Лучше бы ты не родился!» – выкрикивает Настя. «Сама лучше бы не родилась!» – отвечает Ромка. «Так, стоп, это что? Мои родные брат и сестра такое говорят друг другу? Не стыдно?» «Прости, Мариночка, прости, Мариха». «Да я-то прощу. А вот простите ли вы друг друга?» Близнецы мигом подбежали к друг другу и обнялись. «Прости, я так не думаю», — сказали они враз. А Марина улыбнулась. Она отчетливо помнит урок, который ей преподали в подростковом возрасте родители. Никто никогда не может решать за другого, стоит ли ему жить. Поняли? Да. Да мы больше так не будем говорить. Прости нас, Мариночка. Это хорошо, что родители не слышали. Представьте, как им было бы обидно. Мы поняли, Мариночка. Мы правда больше так не будем. Настя с Ромкой
тоже запомнит этот урок на всю жизнь. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.